Всем привет! Сегодня маникюр Авери вам покажет трендовый маникюр голые ногти и универсальный дизайн, с которым справится даже новичок, простой, но симпатичный. Эти голубенькие цветочки я показывала на своем YouTube-канале, можете посмотреть. А градиент на второй руке я загрузила в свой телеграм-канал, в закрытый клуб Авери. Помните, как я плакала в конце зимы насчет того, что у моих клиентов белесые пятна на ногтях, на ногтях. И я тут же принялась исправлять ситуацию, и для этого я срочно взяла базу от Маэстро, потому что она проверенная, и с ней у меня не было проблем. Ну и как видите, ситуация выправляется. В этот раз после спиливания я уже не вижу ничего критичного с ногтями, они выглядят здоровенько и бодренько. Здоровенько и бодренько наши ногти смотрятся. Маэстро очень годненько и крепко на них держится. Это база хоть куда, хоть туда и хоть сюда. Можно даже кушать и маникюр Авери слушать. Тренд на голые ногти возник, уже приличное время, но наши клиенты немножечко запаздывают, потому что они не следят за трендами так, как мастера. Поэтому сейчас самое время освоить эту технику. И для этого я полностью сняла покрытие с ногтей, немножечко там оставила для укрепления свободного края. Длину я тоже не убрала, потому что квадратик мы его будем равнять в самом конце. Успех любого покрытия, даже однотона, это все-таки хороший маникюр. Обязательно нужно вычистить птериги. И здесь я использую фрезу почка вместо шарика. Гарантия хорошей носки – это база Фиора. Фу ты, блин. Когда Фиора прекратил свое существование, передо мной стал вопрос, а какую же базу выбрать и такая, чтобы не давала осечек. Так вот, для меня это сейчас Маэстро. Ссылка будет в описании, конечно же. Френч я также рисую гель-лаком Маэстро белым. Достаточно плотный, не требует добавления гель-краски. И для нашего дизайна, для вашего, тот, который я сегодня рисую, мне нужно заполнить свободный край, в общем, полностью имитировать натуральный ноготь, как у клиента. Поэтому я вот так вот по границе отрастающего ногтя наношу гель-лак и тонкой кисточкой делаю усики, не сильно высокие, потому что у нас же все-таки имитация натуральных голых ногтей. Не обязательно здесь очень ровно делать, потому что эту границу не будет видно. Дальше вы посмотрите. Перед этим я стерла липкость с базы, чтобы френч все-таки не убегал от краев. Но, впрочем, опять же, в этом дизайне можно было и не снимать липкость. Не снимать липкость я вам разрешаю. Голый ноготь тоже выйдет, обещаю. Можно даже ничего вообще не делать. Ваши ногти без покрытия всегда в тренде. 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 Этот странный тренд на голые ногти, я имею в виду не на имитацию голых ногтей, как мы сейчас делаем, а действительно на натуральные ногти, мне кажется странным, потому что, во-первых, натуральные ногти, они когда отрастают, ломаются, причем они могут ломаться прямо по ногтевому ложе, за все цепляются, выглядит неэстетично. Не знаю, кто ввел эту моду на голые ногти. Во всяком случае, мы здесь занимаемся только имитацией и защищаем как раз натуральные ногти от ударов, от поломок. И вообще выглядит это красивее. Взяла гель Маэстро 7 номер, тот, который идеальнее некуда. Цвет самый-самый, что ни на есть, натуральный, как раз подходит для нашего дизайна, и он обладает всеми нужными качествами геля, то есть в тонкий слой он эластичный, в толстый слой очень прочный, не трескается, не ломается, носится хорошо, в меру пигментированный, в меру прозрачный. И вот после него как раз вы видите и получился тот самый эффект натуральных ногтей. И по большому счету нам надо только скорректировать длину уже после того, как мы нанесем топ, боковые параллели поднять, свободный край опилить, и получится вот тот самый эффект. Вроде бы у человека натуральные ногти, но все же выглядят они более эстетично и крепче, чем натуральные ногти. Но я же не могу это все оставить в таком виде, в каком есть. Для меня это слишком просто. И я решила усложнить задачу. Быть можно отдельным человеком и думать о красе ногтей, чему бесплодно спорить с веком обычай детства.
Чедаев, мой Евгений, боясь ревнивых осуждений, в своей одежде был педант, и то, что мы назвали франт, он 3 часа, по крайней мере, пред зеркалами проводил, из уборной выходил, подобный ветреной Венере, когда, надев мужской наряд, богиня едет в маскарад. А усложнять я буду с помощью вот этого светоотражающего гель-лака, а также от Maestro Flash Disco 3 номер. Там не только светоотражающие частички, но и хлопья юки. Сама основа полупрозрачная. Смотрится это так, как будто бы вы взяли гель с эффектами. И сами хлопья еще симпатично переливаются. Кстати, вот здесь вот на кадрах видно, как смешно у меня убежал гель от торца. Это потому, что я сушила настольным фонариком. Он частично сушит, частично не сушит, то есть сверху гель просох, а у торца остался жидкий, и поэтому он вот так вот удрал. Но на этот случай у нас есть что? У нас есть коррекция длины в самом конце, и это очень удобно. И чтобы уж совсем смотрелось натурально, я добавляю лунку. Кстати, ее рисовать довольно-таки сложно, особенно сделать одинаковой на всех ногтях. Дальше я покрыла топом, и вот самый главный момент, из-за которого гнусный лебедь, или как его там, гнилой птенчик, в общем, короче, превращается в прекрасного лебедя. Это тут кадры ИИ, немножечко пошалили, фон сменили, в боте Telegram все это делается. Ну, а вот это уже идут настоящие съемки. Здесь вы можете оценить, как продержалось покрытие на базе Maestro, и гель треснул или не треснул. Учтите, что покрытие там было тоненькое. И сейчас мы приступаем ко второй работе. Я вам покажу универсальный дизайн, который можно сделать и так, и сяк, и менять по-разному. Результат будет один всегда. Ну как один? В том смысле, что удачный результат будет всегда, даже если вы будете там некоторые детали менять. Вот. Опять же, я обращаю внимание на наличие белых пятен и их отсутствие здесь. И носка была хорошая, и не настолько сухие ногти, как раньше, как в начале зимы, от чего я ахала. И это, я считаю, что заслуга базы Maestro, потому что все-таки она бережно относится к ногтям. Кислотная, не кислотная. Я недавно смотрела обзор одного блогера, Оли Никулина, показывал, как она проверяла базы на кислотность. Так вот, они все практически показали кислотность, за исключением там каких-то уж совсем нейтральных, но и она говорила, что они плохо носились. Поэтому база, которая более-менее будет нормально носиться, все-таки, извините, должна обладать какой-то кислотностью, но не настолько, чтобы портить ногти, когда люди приходят к вам, а они у вас просто в труху все сожженные. Нет. И раньше
считалось, и многие блогеры, да и я в том числе, говорили, что базу надо втирать тонким втирающим слоем. Но теперь уже мастера поняли, что тоненький слой, он, не дает того эффекта сцепляющего. А чего там от этого тоненького слоя вам будет, если там половина еще, учтите, дисперсия, и чего там от базы-то останется? Поэтому базу не нужно наносить прям очень тонким слоем. Вот так. Укрепила я ногти здесь полигелем без опила. Конечно, он не ляжет так ровненько и обтекаемо, как если бы вы гель наносили, но в этом дизайне нам и не нужна эта идеальная ровность, за что я люблю дизайны. Изумительный коралловый оттенок, 201 номер. И мы будем делать вертикальный градиент, который тоже нам не надо растушевывать не прагматично, а как-то педантично, потому что сразу налипкой. То есть мы не просушим этот градиент, понимаете? Мы сразу на него сажаем любой слайдер, не наклейку. Поверх слайдера, то есть мы его еще не просушили. Мочим кисть в базе, и поверх этого слайдера мы проходимся. Тем самым мы его растворяем, и он лучше заполимеризуется и будет держаться до последнего. Уже после просушки поверх слайдера мы проходимся каким-нибудь топом нюдовым или молочным. Хотите, замешайте в обычный топ, белый гель-лак, получится у вас вот молочный или нюдовый. И сверху вот такие вот незамысловатые совершенно листики. И это будет универсальный дизайн. Вы можете взять там любые слайдеры сверху, любые листики нарисовать, и посмотрите, какая милота получается. Мило